Всем доброго времени суток! Сегодня, значит, мы с вами красим трубочки наши. При этом будем наносить на них белую патину. То есть мы будем трубочки наши состаривать. По-другому я их называю обшарпе. И так многие девочки их называют. Такое, значит, окрашивание. Вот. Красить буду 250 трубочек. Ну, это как бы приблизительно 250 на пенал, которым будем плести в прямом эфире 31 числа этого месяца в 5 часов вечера по времени Украины. Так, значит, что мне для этого нужно? Беру эмаль для радиаторов и лак и черный колер. Значит, на 250 трубочек я беру приблизительно 300 грамм горячей воды и туда где-то ложки 2, можно 2,5 взять лака. Так, теперь я кладу 2 ложки эмали. Так. И буду туда капать наш колер черный. То есть я хочу темно-серые трубочки. Ну, вот сейчас буду это дело разводить. То есть хорошо нужно все это вымешать, потому что колер черный и белая эмаль, то есть чтобы не было вот таких вот каких-то разводов. Так, ну я еще чуть затемню. Чтобы хорошо потом белая патина это была видна. Так. Еще капельку. Сколько приблизительно я лью краски вот колера, да, я вот сказать не могу. Почему? Потому что это вы уже на глаз можете определять, устраивает ли ваш вас цвет, который вам нужен. То есть я ориентируюсь на то, что вот, допустим, сейчас цвет один, ну, на камеру может плохо видно, он темнее, но когда мы добавим воды, то цвет станет немножко светлее. И вот по чуть-чуть сейчас нужно будет это все дело разбавлять, размешивать хорошо, вымешивать. То есть 300 грамм воды. То есть для чего 300? Потому что хочу 2 раза купать трубочки. Плюхнула немножко колера. И еще чуть-чуть. Все. Вот 300 грамм мне должно хватить. Так. Есть. Выливаю. И сейчас беру наши трубочки. И вот так буду купать. Сейчас одно окрашивание и потом будет второе. Так. Можно это делать и кисточкой. То есть как привыкли, так и окрашиваете. Я вот привыкла именно купанием. Да, расход тут больше, когда вы купаете трубочки. Но мне так просто быстрее.
И сейчас мы... Кстати, экспериментирую также с эмалью новой. Куда-то ее нужно деть. Вот, которую я купила в маленькой баночке. У меня на канале есть эксперименты с этой эмалью. Вот. Ну, сейчас мы... Пусть они буквально минут 5-10 постоят. Вот, чтобы впитался верхний слой. И потом мы повторно будем красить. То есть перед повтором вот так вот хорошо размешать, потому что эмаль может выпадать в осадок. Вот. И чтобы не было вот этой вот осадка, то перед окрашиванием вот так вот помешиваем. Так, 10 минут будет пока что будут стоять. Я включусь через 10 минут и продолжу. Ну что, прошло у меня 10 минут. Видите, осадок все-таки поднимает. Осадок есть. Поэтому сейчас сделаю вот так. Повторно размешиваю это все дело. Хорошо. И беру наши снова трубочки. И вот так вот их повторно там. Почему я говорила, что чуть больше, чем 300, вернее, чуть больше, чем 250 грамм. Делаю 300. То есть, допустим, на 100 трубочек я беру там 100 грамм воды. Ну, то есть это так, чтобы покрасить. Но если для двойного купания, то там 200, вернее, для двойного купания на 100 трубочек я беру где-то 110-120 грамм. Ну, приблизительно так вот. Чтобы хорошо можно было второй раз вот так вот их окунуть. Так, все. Теперь даю им стечь. И оставляю их вот так вот. Ну, можно на улицу их где-то вынести. Ну, где-то на полчасика. Чтобы верхний слой не был слишком влажный. То есть где-то полчасика их свободно можно оставлять, чтобы они хорошо прям вот стекли. Вот, поэтому через полчасика продолжаю, включаюсь и продолжаем их уже наносить на них белую патину. Вот. Вот так вот. Или в стаканчике. Ну, как бы я в стаканчике их, вот в ведерочке их не держу, а вынесу на улицу на сушилку. И они у меня там полежат. Ну, с полчасика где-то это точно. Главное, чтобы вот верхний слой хорошо вот взялся. Потому что когда мы будем проходиться кисточкой по ним, чтобы кисточка не повредила верхнего слоя. Вот, поэтому через полчасика встречаемся и будем продолжать дальше. Что, продолжаем? Теперь что мы делаем? Берем нашу кисточку. Вот так. Лишнее мы убираем. Берем наш небольшой пучок трубочек. Вот. Я беру там, где скрутка. И вот так вот начинаю делать манипуляции вот такие вот. Делаю без перчаток, потом отмою. Вот. И на трубочках оно как будто как потертость какая-то. Вот. Знаете, как вот старые там вещи вот какие-то, да, вот. Вот. Вот мы их вот так делаем. И кончики тоже. Ну, там мазнуть, там мазнуть, там мазнуть. Главное, чтобы не были сильно высушенные трубочки. Вот. Вот так. Откладываем. Следующую партию берем. Кстати, таким образом хорошо прятать непрокрасы. Допустим, там у вас плохо прокрасились трубочки, либо там, ну, вот всякое бывает, да. То есть можно вот таким вот образом делать прокрасы на трубочках. То есть и таким образом мы с вами состариваем наши трубочки. Так. Дальше. Берем наш следующий пучок.
И так вот мы делаем не сильно обильно, но и так, чтобы вот постараться, чтобы они были как потертые вот. Ну, как девочки их называют, обшарпе. Как обшарпанные, знаете, вот потертые. Вот. Дальше. Возьмем еще чуть-чуть. Лишнее я убираю. Вот где там, видите, что не хватает вам, да? Вот можно так вот чуть-чуть вот так вот его мазнуть. Вот. И берем следующий наш пучок. И тоже вот так состариваем или делаем потертости. На наших трубочках. И, между прочим, я вам скажу, в больших изделиях, там, карабах или еще какая-то, да, там вот такие вот вещи, это очень даже так вот по-богатому, я бы сказала, по-интересному вообще смотрится такие вот, так вот, такое вот нанесение. И вот так. Все. Вот мы и состарили наши трубочки. Вот если присмотреться, вот такое чувство, как будто вот они потертые, затертые. И вот так вот, вот такие вот они будут выглядеть. Вот. Видите, руки еще, трубочки не совсем высохли. Ну что, это все отмоется. Вот. И даем им полностью высохнуть. И все, обрабатываем так, как вы обрабатываете. Я обрабатывать буду по своему, по своим методам, я бы так сказала. Вот. И вот так вот я их оставлю. Все, оставляю их сохнуть. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, рекомендуйте. Опять же таки, будут вопросы, задавайте, спрашивайте, на все с большим удовольствием отвечу. Пишите комментарии, я все читаю, на все отвечаю по возможности и по времени. А так, еще раз повторюсь, если что-то непонятно, повторю еще раз. Всем хорошего дня, пока-пока.